Ребят, всем привет! Это уже третий видос на этом канале. Посвящен он покупке моего агрегата, мини-трактора Kubota GL21. Купил я его сравнительно недавно, уже прошло около 2 лет, как я им владею. Приехал ко мне напрямую из Японии. Вы не поверите, спустя 2 года этот трактор стал стоить на 250 тысяч дороже. Вдумайтесь, на 250 тысяч эта же модель, эта же мощность, полностью та же самая комплектация стала стоить на 250 тысяч дороже. К покупке этого мини-трактора на самом деле я пришел не очень быстро, потому что изначально я работал у себя в саду мотоблоком, об этом я рассказывал в своем первом видосе, то как у меня появились сады, как я обрабатывал, как я этим всем занимался и в чем была моя боль. Боль была в том, что когда я работал мотоблоком, вся трава, которая там была, она наматывалась на фрезы. Это было настолько неудобно, это было ужасно. Мотоблок периодически глох. Было очень жарко, настолько жарко, что просто невыносимо. Мне приходилось прятаться под бочкой. На тот момент деревья еще невысокие, прятаться в тенечке не получалось. Это было лето, солнцестояние было очень высокое. И было ужасно жарко, доходило даже до 50 градусов на солнце, и там просто все раскалялось, а мотоблок еще и грелся к тому. Я решил, что нужно с этим что-то делать, и начал искать себе трактор. Изначально я рассматривал МТЗ-80, но после того, как я попросил его взять пользование на несколько часов и прокатился у себя в саду, я понял, что я не смогу на нем проехать, потому что он будет цеплять столбы. Он настолько в притирочку везде проезжал, то что это все просто позбивается. Если цеплять на него еще и фрезу, которая будет обрабатывать землю, то я завалю весь сад, а меня это не устраивает. Я начал рассматривать Т-40. Он был попроворливее, потому что он был меньше. Но когда я зашел на Авито, я посмотрел, что там просто хламище. Вот люди не продавали нормальный Т-40. Если они продавали Т-40, то это было просто по заоблачным ценам. Это был взрыв просто мозга. Я думал, что делать? Я не хочу уже этим мотоблоком работать. Я также рассматривал самодельные мини-трактора, но доверия они у меня вообще не вызывали. Посмотрев на несколько видео, то, как люди там что-то ремонтируют, там занимаются, это очень не вызывало доверия. Я не хотел этим всем заниматься. Опять же, пометочка, я не умею разбирать двигателя в тракторах. Я могу поменять в нем масло, я могу поменять фильтра, но разбирать двигатель я не хотел. Отдавать огромные деньги для того, чтобы его отремонтировали, я тоже не хотел. Мне это все не по душе. Я хотел просто купить трактор и ездить на нем, обрабатывать свою землю. Мне подвернулась одна из моделей, но это был Янмар. Это тоже японские мини-тракторы, но Янмар мне не заехал. Заехала Кубота. Я посмотрел на Авито, их было в принципе не так много, и по ценнику они были очень дорогие. Если, допустим, самодельный мини-трактор можно было купить за 150, за 200 тысяч в более-менее каком-то хорошем состоянии, ну там что-то нужно было бы подделать, то этот трактор был на порядок выше по стоимости. Но, как я вам сказал ранее, он вырос на 250 тысяч за 2 года. То есть, в принципе, я неплохо вложился. Этот мини-трактор мы купили в Краснодаре. Мне его привез брат в Газели. На самом деле было очень страшно его везти в Газели, мы его привязали. Но был один момент на дороге, когда начал раскачивать, и я думал, что Газель просто перевернет. Короче говоря, он начал раскачивать кузов, и стало очень страшно. Но все-таки мы его довезли, мы его выгрузили. Все благополучно, я уже в этот же день испробовал в огороде. Если я найду этот видосик, я его обязательно сейчас вставлю. И давайте я более подробно расскажу об этом тракторе, о его характеристиках. Как я упомянул ранее, GL21. 21 это обозначает, что мощность двигателя 21 лошадиная сила. У него 4 скорости. Также есть 2 рычага понижения передач. Здесь стоит реверс, то есть для того, чтобы поехать вперед либо назад, нужно переключить либо вперед, либо в назад. То есть отдельно задней скорости нет. И что самое интересное, вы можете передвигаться также с такой же скоростью, как вы едете вперед, вы можете ехать также быстро назад. Но не рекомендую, на самом деле это тоже страшно. Вот это было тоже очень грамотным решением, потому что когда ты едешь на тракторе и тебе нужно посмотреть назад, ты постоянно поворачиваешься, и у тебя на самом деле затекает вся спина. А эта ручка помогает, ну, она делает какой-то некоторый упор, и ты можешь спокойненько повернуться, посмотреть, и у тебя, ну, скажем так, снижается нагрузка на спину. В этом тракторе есть функция быстрого разворота. Это такая функция, я не знаю, если получится, я сейчас сниму, тоже вставлю это сюда. Трактор может практически на месте развернуться, вот, то есть у него меняется угол. За счет чего это получается? Когда руль достигает какой-то определенной отметки, передок подключается и он начинает гребсти. И таким образом ты разворачиваешься практически на месте.
Для того, чтобы запустить двигатель, нужно просто повернуть ключ, выжать полностью сцепление. Обязательно его нужно выжать до конца, потому что если до конца вы его не выжмете, то он не заведется. Забавный факт, когда мы покупали мини-трактор, человек, который их продает, он не мог завести этот трактор просто потому, что он не выжимал до конца сцепления. На самом деле было странно, что он его продавал и не знал, как с ним обращаться. Ближний, дальний свет. Также у трактора присутствуют поворотники, что немаловажно, да, если вы будете двигаться по дорогам общего пользования, то поворотники обязательно нужны. Крышку на мини-тракторе можно снять с двух сторон. Давайте я сниму с этой стороны. Покажу, что находится здесь. Тут у нас трехцилиндровый дизельный мотор. Он на водяном охлаждении. Сразу же, когда он приехал в Россию, охлаждение поменяли на антифриз. Именно под наши климатические условия. Что касается двигателя, у меня с ним не было тоже ни одной проблемы. Потеков на нем нет до сих пор. То есть через 2 года использования, я его использовал достаточно активно, на нем нет ни одного потека. Здесь есть ручной рычаг, вы можете его поднять, можете опустить фрезу. Но для удобства, когда обрабатывается участок, да, постоянно регулировать и контролировать за ее глубиной не очень удобно. И вы можете просто этим рычажком приподнять, фреза поднимется. И когда вы развернетесь, да, опять же, функция быстрого разворота, она позволяет очень быстро развернуться. Вы опять приподнимаете этот рычажок, фреза опускается ровно на ту глубину, которая у вас вот здесь вот задана. То есть не нужно постоянно регулировать, это опять же очень удобно. Также здесь есть автоматические регулировки. Честно говоря, я в них еще не разобрался, мне намного удобнее это все делать вручную, но обязательно нужно будет разобраться, это важно. Если у тебя постоянно плавают обороты, ты не можешь регулировать, скажем так, нагрузку на трактор. Ты слышишь, допустим, что когда ему чуть-чуть не хватает, ты можешь ногой добавить. Но периодически это может привести, наверное, к не очень хорошим последствиям, потому что это идет перегрузка на двигатель, перегрузка на фрезу, потому что, опять же, нагрузка происходит в основном тогда, когда фреза погружена в землю. Фреза здесь, кстати, тоже очень дорогостоящая. Вот именно вот эта модель, если не ошибаюсь, стоит в районе 350-400 тысяч. И плюс, я думаю, то, что еще доставка, логистика, она всегда, в принципе, была не дешевая. Тем более на сегодняшний день. Ножи здесь установлены тоже японские. К счастью, у меня никаких проблем с ними не было. То есть изначально они приехали в таком же состоянии. В таком же состоянии они в принципе и сейчас. Они хорошо молотят землю. Единственное, бывает, обратите внимание, если вы вдруг будете покупать этот мини-трактор, вот здесь вот часто откручиваются гайки. То есть их нужно периодически просматривать и подтягивать. Как я это начал замечать? У меня просто вот так начал телепаться нож. И, соответственно, если вы его потеряете, то у него будет меньше рабочего пространства. Соответственно, вы будете искать где-то такие ножи. Вы пойдете, вероятнее всего, на рынок. На рынке, к сожалению, таких ножей вы не найдете. Вы найдете, вероятнее всего, для мотоблока там, или для других фрез. Но это совершенно не то качество. Чтобы вернуть то же самое качество, вам нужно будет купить полностью комплект. А комплект, опять же, он не дешевый, его, скорее всего, придется заказывать либо с Владивостока, либо где-то искать по местности. Но по местности я тоже искал, так, на всякий случай, найти комплект. Их никто не продавал. С решением данной проблемы было это просто найти их во Владивостоке и заказать. На самом деле, рассказать еще можно много чего. Как я делал свое навесное оборудование, как я его варил, это было впервые. Для меня это было крайне необычно, потому что я с этим никогда не сталкивался, но я это сделал. Также я запишу в дальнейшем полноценное видео, то, как я зарабатываю в поселке именно на вот этом мини-тракторе, как формируется цена, из чего она складывается, кто мои клиенты. Спойлер, очень много клиентов, у которых есть мотоблоки, но они все равно заказывают мои услуги. Спасибо большое, то, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и, пожалуйста, оставляйте комментарии. Мне нужно понимать, куда двигаться. Я всех благодарю, поддержка была огромная. У меня на первом видосе, если вы заметили, я ломал руки, вот так вот что-то делал. Я очень волновался, я никогда не выступал на камеру. Это для меня крайне тяжело. Раз уж начали работать, работаем. До скорых встреч!